Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 11-я серия Код Гиас Восставший Лелуш. Битва при Нарите. Как-то так серия называется. Наши примерные потери. Есть сигналы от примерно 20% наших войск. 20%? В таком состоянии наша цепочка не сможет функционировать. Говорится взвод Марса. Я не могу найти генерала Алекса. Похоже, что вторая дивизия была полностью уничтожена. Ллойд, что происходит? Да, довольно необычные Брешь вещи. пробили. Необычные? Есть пока неподтвержденные сведения о том, что появился ОЧР. Зеро. Мои поздравления. Может быть, мы и дождемся очереди. Ллойд! Это же безрассудство. А? Чего вдруг? Мне объяснить вам почему, сэр? Нет уж, увольте. Да нет, объясните В мне. любом тоже. случае, пока высшее командование собирает все нужные данные, мы вынуждены ждать, пытаясь понять, как реагировать. Наместница жива? Она была в стороне от потока, так что, скорее всего, невредима. Но так как войска, прикрывающие ее, вступили в бой, она от нас отрезана. И что, черт возьми, делают эти чистокровные? Неплохо, неплохо. Чистокровных уничтожают, мочат по полной программе. Ну, давай же сработай! Я проигрываю 11-му! Я же благородный британец! Господи, она его- Кэл! Отлично! Гурен, следуй пункт назначения. Оставшиеся здесь войска отправятся за Корнелией. Слушаюсь, понял. Все у нас получится. Удержать эту позицию любой ценой. Сибуяма, ты живой? Проклятие! Порвите их! Верно, шевелитесь. Если переживете эту битву, станете настоящими воинами. Ну а потом... Чистокровные их удерживают? Да, с командованием Леди Вилетты. Это шанс, возвращайте наместницу сюда, пошлите ВВС для поддержки с воздуха. Стойте! Что-то приближается к наместнице сзади. Так, все готовы? Так точно! Хорошо, запускайте Бурай-2. Выдвигайся! Всем все ясно? То да! Ползень был рукотворным. Думаю, мы сможем напасть на Корнелию. Класс! Захватить Корнелию! Сейчас мы сочтемся за события 7-летней давности. Так точно! Клянемся честью четырех святых мечей! Защищать ее высочество! Обалдеть! Меха-самурай! Окружайте их! Фронт освобождения Японии? Прорваться и выстроиться в круговую формацию. Слушаемся! Ну понятно, это... Не думайте, что это обычные бураи. Напоминает события 7-летней давности. Теперь уже не так. Сейчас у нас есть найтмеры. Ваше высочество, предоставьте дело нам, а сами отступайте! Ладно, понятия не имею, как выпутаться из этого переплета. Гилфорд. Слушай, После того, как отгоните их, встречаемся в точке номер 9. Номер 9? Вас понял. Корнелия! Ну короче, для них прямо... Вы просто слабаки! Для них принципиально ее схватить. Отлично, продолжаем припрям заряд к стенке. Слышь, может нам попросить Калин вернуться? Исключено. Если сменим позиции, весь план провалится. Дела идут неважно. Если так продолжится, придется бросить вызов гвардии. Зара, докладывай, что Корнелия была атакована с тыла. Что? Какой отряд пострадал? Это не наши люди. Похоже, что это Фоя. Кто-то из них понял, за кем я охочусь? Умен. Они позаботятся об императорской гвардии за нас. Простите за задержку, генерал. Тодо, мы вас заждались. Генерал, пожалуйста, пришлите все силы в точку, где я сейчас нахожусь. Мы еще можем победить? Если сможем удержать основные силы британцев, мы победим. Прямо сейчас у зоны 11 есть талантливый полководец. Ну короче, молодец. Неужели это он, Тодо? Лично. Даже если так, он мне не ровня! Да? Черт, что-то- вот выбрали момент. Ваши приказы? Отступать! Так или иначе, нам нужно соединиться с принцессой Корнелией. Но, сэр, ведь штаб противника прямо перед нами. И если мы позволим атаковать себя с тыла, потери будут колоссальными. Идиот! Если принцесса погибнет, битва будет окончена! Слушаюсь. Вице-наместница Юфимия, нам нужно вступить в бой на G1 и спасти наместницу. Нельзя! Но ведь командир Гилфорд загнан в угол, и жизнь наместницы Корнелии теперь в опасности. Нельзя! Почему? Здесь же развернут полевой госпиталь, не говоря уже о мирных жителях, эвакуированных из окрестных районов. Кроме того, эта база G1 служит нам генеральным штабом. Наместница специально приказала мне не перемещать ее, несмотря ни на что. Поэтому... Я вас приветствую.
Специальный корпус прогрессивных инженерных разработок. Как ты смеешь? Нерегулярникам вообще полагается молча сидеть и Закройте наблюдать. рты, отпустите В его. обычной ситуации мы бы так и поступили, В но... ожидании ничего не делания нас достанут. Давай отмашку. Вице-наместница Хотя Юфимия. нет, не давай. Умоляю вас, пожалуйста, прикажите нам вступить в бой. Ясно, как божий день. Вы жаждете славы за спасение наместницы. Никакой проблемы бы не было, если бы одна машина могла изменить обстановку, да еще под управлением нумерованного. И что, попытка. Ведь не пытка, верно? Если у нас ничего не выйдет, вам это уже не повредит. Короче, они его Вы все меня равно вообще слушаете? Юфи. вынуждены выпустить. Ясно. Пожалуйста, действуйте. Отлично! Спасибо вам огромное. Супер. Слушаюсь, я все сделаю. Проклятие, а ты хорош. Черт. В рассыпную! Полковник, а как же Корнелия? Если Зеро такой, как я о нем думаю, у него есть план. Все, что мы сейчас можем, это в него верить! Что? Зеро отступил? Так точно. Уже направляемся к вам, чтобы поддержать. Сначала займемся Зеро. Дайте мне данные. Слушайся. Это его предполагаемый маршрут. Дьявол. Утер направляется туда, где она намеревалась. Перехватить Тода. Принцесса Корнелия! Я слышу тебя, Гилфорд. Черт. Прототип комплекса современного вооружения Z01 Ланселот Да. использует сенсборды, чтобы подняться Блин, как в бы высоту, прежде я чем максимально рад, выполнить что сейчас Ланселот Спасибо, выходит, Мистер. да, ради эпичности, но в то же время и не рад. Потому что... Заку, я хочу тебя кое о чем спросить. Что же? Ты больше всего на свете ненавидишь людские смерти. И в то же время служишь в армии. Почему же? Я служу в армии именно потому, что не хочу, чтобы люди гибли. Из-за таких противоречий в один прекрасный день тебя убьют. Извиняюсь, Не вовремя вообще начал с ним об этом говорить. Ланселот. Запуск. Все, вот сейчас мы, скорее всего, увидим дуэль между Ланселотом Корнелия! и Гураном. Низкородная мразь. Давай, Калин, у тебя почти не осталось времени. Что за? Так это не просто тюнингованная машина. А вот и подкрепление. Вы слышите меня, Корнелия? Вам шах и мат. Зеро? Да, наверное, нам стоит отметить наше воссоединение, но для начала попрошу вас сдаться. Хотел бы кое о чем вас расспросить. Из-за досадной случайности ваше подкрепление не успеет. Я победил, Корнелия. Не глупи, Зеро. Этот... Если я уничтожу его, смогу сбежать. Но ты думаешь, ты его уничтожишь? Да ты ловкач. Она его... Выпрыгнула. Что она сделала? Подлец. Выстрелил мне в спину. О, а твой план не был бесчестным. Это война. Они взяли нас в клешни, прежде чем мы смогли перегруппироваться. Теперь не добраться до ее высочества. Все. Полковник, мы уничтожили подкрепление врага. Хорошо. Отряд перестроится в формацию полного доминирования. Короче, те... Такими темпами принцесса Корнелия. Гилфорд. Мой рыцарь. Я хочу, чтобы вы с Дарлтоном во всем помогали Юфи. Ну, понятно. Ваше высочество. Я отказываюсь сдаваться. Предсмертные слова. Но сейчас Судзаку придет. Как принцесса Империи, я буду сражаться до последнего вздоха. Да, да. Принцесса Корнелия! Да, пафоснее некуда. Какой глупый выбор. Нифига себе, какой быстрый. Ты что, через гору протаранился? Безрассуден, как всегда. Использовал Вари, чтобы расчистить проход. Наместница, вы целы? Я пришел, чтобы помочь. Спир? Но кто вас уполномочил? Но теперь она спасена. Ланселоту это под силу. Эй, а это не тот Найтмер? Ага, тот, что был в Синдику на озере Кавагучи. Опять он мешается под ногами. Он его одновременно и убить не может. Гурен МК-2 уничтожит Белоголового. Он угрожает успеху операции. Слушаюсь. Но тут сейчас у нас дело, так что до личных чувств. Нормально. Займись им. А я возьму на себя Зеро. Она у нее уже... Сейчас ты заплатишь за Синдзюку! У нее личные причины.
Как такое может быть? Он так же быстро, как я. Ну вот, мы этого ждали. Если я смогу вывести из строя эту штуку... Это оружие тебе не поможет! Меч. Так. Блокировал? Черт. Ну там все в землетрясении. Эй, Твою ты цела? Оги, что с Гуреном? хана. Правая рука сломана, нуждается в ремонте. Облом. Отступаем! Всем войскам двигаться в точку отхода! Если продолжим, будет битва на истощение. Отступаем! Отправляйся за Зеро. Мой элемент питания только что сдох. Шевелись. Слушаюсь. Судзаку, ты. Блин. Слышь, мы в натуре все так бросим. Сражение выиграно, но мы на пределе. Значит, мы можем только подставить Фоя как замануху, а сами драпать, да? От твоей формулировки мне тошно. Ого. Люди же не шахматные фигуры. Сомневаюсь, что даже Зеро так мыслит. В противном случае, он и нас начнет использовать как пешки. Но это исключено. Его ярость, направленная против Британии, настоящая. Я думаю, что человеку, который познал ярость, не понаслышке известна и печаль. Вызываю главный трейлер СКПИР. Обнаружен Зеро. Приступаю к задержанию. Неужели ты его сейчас... Ну, он тебе жизнь спас. Он тебе жизнь спас. Неужели он его сейчас... Зеро, за мной должок. Твои действия спасли жизни. И я знаю, что многие 11-е теперь на тебя тайно работают. Но твои методы... Они неверные. Что-то пока он ничего такого... Это же... Неужели девушка из капсулы Синдзюку? Сиси, а ты там что-то... Стой! Не трожь этого человека! Сиси? Выходит, она сообщница Зеро. Подожди! Что ты делаешь? Ты же бросаешь вызов Найтмеру! Я не могу дать тебе погибнуть. Это что у нее в башке? Контакт будет непрямым, но все равно попробовать стоит. Что она делает? Это там, короче, там была какая-то роса с этим знаком. Кажется, это отец Судзаку. Отец? Отец? Невозможно. Ты же мертв. Нет, я не хотел. Я только... Чего ты не хотел? Эй, зачем ты делаешь пилоту ГИАС? Я всего лишь показываю ему шокирующие образы, хотя и сама не знаю, что он видит. В любом случае, ты можешь сбежать. А как же ты? Я сейчас не могу идти. Оставь меня. Шутишь? Только не пока я перед тобой в долгу! Нет, не сейчас! Короче, не надо было сейчас ее трогать. Это что, церковь какая-то? Какой-то храм? Что за... Так, какой-то храм. Это не то, что я видел ранее. Сейчас внимательно. Так, какая-то монашка. Это же... Прекрати! Не лезь! Мне Это шрам? в голову! Прекрати! Это... Зачем Господи. ты меня вскрываешь? Это было все, что я смог сделать. Там была мать Лелуши сейчас? Там был Лелуши и Судзаку вместе. Что это сейчас было? Идиот! Беги, пока еще можешь! Сиси! Торопись и беги!
Черт возьми! Не преследовать! Дальнейшие действия Зера непредсказуемы. Все, что мы можем, встретиться с генералом и помочь ему эвакуироваться. Ваше Высочество, я иду! Гилфорд, передай всем войскам следующее сообщение. Приготовиться к отступлению. Нет причин попусту жертвовать жизнями наших солдат. Поддерживайте текущую боевую обстановку и медленно отходите. Взглянем правде в глаза. Эту битву мы проиграли. И слава богу. Видали? Британии только и остается, что наезжать на Фоя. Угу, они обеспечили так необходимую нам возможность для бегства. Эй, а где Зера? Не вижу его, Бурая. Вы ведь не думаете, что его взяли в плен? Ну, у него там... Эта девушка человек или нет? Скорость, с которой заживают ее раны, просто ненормальна, а в Синдзюку ее точно застрелили прямо в лоб. Ловис ставил на ней опыты в обстановке секретности, так что в Британии о ней знать не должны. Признаки жизни у нее как у людей. Позже я смогу отдать кровь на анализ. Может, и раны стоит сфотографировать? Что? Что у нас? Ты, наконец, назвал меня по имени. Так в конечном итоге войска Зеры уцелели. Фоя смог прорвать нашу линию обороны и скрылся, воспользовавшись неразберихой. Вот досада. Они всегда прикрываются кем-нибудь, как щитом. Так, а что с Круруги? Его уже вернули. Пришлось ждать, пока элемент питания не разрядился и не обездвижил его. Пришлось ждать? Были какие-то проблемы с его машиной? Возможно. Судя по всему, он потерял над ней контроль. Типичный для войск моего брата промах. Дело не в этом. Я вытащил осколки и очистил рану. Не было необходимости. Похоже на то. Поэтому и не было смысла тебе меня спасать. Твоя гордость вечно мешается в самый неподходящий момент. Благодаря ей я знаю кое-что интересное. Он видел? Это твое имя, да? Скверная привычка. Подслушиваешь? Красивое имя, разве нет? Намного человечнее, чем Сиси. Ага. Чушь собачья. Очень мне надо быть более человечной. В конце концов, я позабыла все. Все, что знала. Ага. А что мне теперь имя? Зачем мне? У нее что, сердце вырезали, что ли? Подходящий момент, чтобы кое-что сказать. Да, Трезубец. ты меня спасла. Так же, как и раньше, дав мне Геос. Поэтому скажу лишь раз. Спасибо. Никто меня раньше не благодарил. Тогда не против показать мне глубину твоей признательности? Назови меня так, как ты сделал это ранее. Тем именем? Только его разочек. Как будто очень им дорожишь, с нежностью в сердце. Все ясно. Ну ладно. Ну, ясное дело, нам не дали услышать. Удовлетворена? Не так. Совершенно не так. Недостаточно нежно. Совсем без искренности и симпатии. Произношение не то. И теплоты недостаточно. О, дает. Ну ты привереда. Конечно. Поэтому я и называюсь Сиси. Да. Надо бы к своим возвращаться. Это что, апельсин? Да, это он. Еще один солдат. Неудивительно, что наша армия развалилась. Я не апельсин. Зеро! Ну как она? А, понятно, позвонил. Похоже, наш транспорт уже здесь. Зера! Ты в порядке? Остальные ушли вперед. Кто она? Не волнуйся. Она очень важный для меня друг. Сиси, я не знаю, почему снег белого цвета,
Но я думаю, что белый снег прекрасен. Я не испытываю к нему неприязни. Ясно. Вот теперь более или менее стало понятно. Да. Не ожидал, если честно, такую концовку конкретно в этой серии, но сейчас до нее дойдем. Пойдем по порядку. Битва при Нарите. Вурай 2 себя показали просто великолепно. Тода со своими ребятами. 4 святых меча. Вышли на поле боя, если честно, перевернули ситуацию. Потому что это, во-первых, дополнительные силы, которые могут наравне драться с гвардией Корнелии. И, во-вторых, оказалось, Тодо очень-очень-очень умный стратег, который наравне с Лелушем может просчитывать всю ситуацию на поле боя. И все-таки немножечко не тот момент. Я имею в виду то, что Лелуш более зеленый в этом вопросе. Нет, он показал себя очень хорошо как стратег, но у него практического опыта намного меньше. Если честно, я считаю, что Тодо станет у них ведущим стратегом в этом вопросе, потому что у Тоды просто бесконечный боевой опыт, который накопился не только во время существования Японии, а у него опыт подпольных боев, таких за линией фронта, таких подпольной организации. Тодо это, мне кажется, просто незаменимый ресурс будет у них в команде, вот честно. Человек выдержал столько, боролся столько и при этом остался жив и сохранил своих ребят. Но без Лелуша у них шансов просто не было, и он это понимал, он выжидал. Вот на это тоже надо иметь и выдержку, и мозги. Ребята из Черных рыцарей, Каллен и все остальные, когда они отступали, как они подумали. Зеру они до сих пор не доверяют. Он может побеждать, он может дарить им победы, совершить чудо. Но так людьми, как пешками распоряжаться, они заметили его черствость. Но, с другой стороны, у полководца другого выхода нет. У полководца нет другого выхода. Полководец вынужден кем-то жертвовать, полководец вынужден что-то приносить в жертву ради победы. Он должен каким-то образом рассчитывать ситуацию. Я понимаю, этим ребятам это тошно, но кто-то же должен это делать. Извините, это война. Это война. Причем не простая война, а война не на жизнь, а на смерть. И проигравшая сторона погибнет. Без договоренности. Здесь нет возможности договориться. Судзаку вышел на тропу войны. Судзаку вышел и себя показал очень-очень сильно и хорошо. Корнелия спасена благодаря ему. И снова же меня, если честно, это очень-очень бесит. Одновременно, он очень харизматичен, честно признаюсь. Ланселот вообще, вне всяких похвал. Бой между Ланселотом и Гураном был, не сказать, что очень сильно великолепен. Он был таким коротким в этом вопросе, но они дрались друг против друга наравне. Потихоньку уже силы начинают, скажем так, принимать такие 50 на 50, а дальше решит все мозговитость. Но если бы не Судзаку, то у Корнелии бы хана. Сиси внезапно появилась. Да, Судзаку вышел и схватил Зера. И он бы его арестовал и отвел бы. Если честно, я считаю это очень низким поступком с его стороны. Нет, как солдат и как он поступил абсолютно правильно, он должен был его схватить, должен был его доставить. Он поступил в этом вопросе абсолютно верно, но с точки зрения такого морального составляющего, он его спас. Вы понимаете, Лелуш его спас. Он его вытащил из петли. Он его из-под он его из-под палача вывел. И дал ему второй шанс на жизнь. Его бы осудили и тут же грохнули бы. Расстреляли бы или повесили бы, не знаю. Неужели он бы его сдал? Вот честно, я считаю это очень-очень-очень так
Я не знаю, как его оправдать в этом вопросе. Его идеализм тут вообще не к месту. Вот серьезно. И внезапно появилась Сиси. Сиси, ну... Мы увидели ее способность. Она может, скажем так, заставлять людей видеть моменты, образы, которые ранили когда-то их душу, ранили их сердце, и эти раны никогда не заживут. И она заставила их и она заставляет их, так сказать, кровоточить. Мы увидели отца Судзаку, кажется, того человека 100% премьер-министра. И я сделал, и как там Судзаку оправдывается, я не виноват, не виноват. Мне кажется, это было как раз причина того, что... Ну, не знаю, мне показалось, может быть, это мы потом узнаем, что происходит, но... Может быть, это была причина того, что он пошел против своих. Вы понимаете, что он сейчас боролся против людей, которые были под командованием его отца. Я вот этого никак не могу вот переварить, честно. Вот я никак не могу это оправдать и никак не могу это объяснить. Серьезно. Он же не был где-то за границей, он видел все, что происходило. Я не понимаю, как это... И Сиси, мы увидели и фрагменты ее прошлого. И, видимо, прошлого намного длиннее, чем нам казалось. Мы раньше видели, что она там была во время Первой мировой войны. Я там видел танки времен Первой мировой войны в ее видениях. А теперь мы увидели вообще средневековье. Мы увидели старинный храм, мы увидели какую-то монахиню. Это была она или не она, Бог его знает. Но она прошла через очень много, и 100% прошла через ад. И откуда у нее эти силы? Там какие-то пришельцы были, у которых все эти знаки были, я там успел заметить. Там вроде бы 2 планеты были, там что-то в этом роде. Ну, мне кажется, нам скоро, нам рано или поздно дадут об этом обо всем знать. Лелуш ее вытащил. Это о ней позаботился. Хотя и не надо было об этом о ней позаботиться. И он знал, что не надо. Но инерция сработала. Лелуш может быть и циничная сволочь, которая хочет отомстить. Потому что те ребята из ОЧЕ сказали, его ненависть настоящая, это видно. Они это знают. А тот, кто в ненависти, тот познал истинное отчаяние. Они это знают, они сами через это прошли, а это их ранит, они чувствуют. Сиси уникальная личность, со своими ранами внутри, и она очень не хочет, чтобы до них добирались. Но Лелуш случайно задел и случайно все это увидел, и, мне кажется, вместе с Судзаку объединился. Мне кажется, произошло какое-то сейчас родство, инь-янь соединились вместе, и вот это будет иметь свои последствия, мне так кажется, а Сиси это краеугольный камень их отношений. Вот прямо так получилось. Сиси, ты наконец-то назвал меня по имени, как она сказала. Спасибо за то, что спас мне жизнь, он сказал. Ну, спасибо просто сказал. И ее, оказывается, уже давно не благодарили за это. Видимо, я не знаю, видимо, там с ней произошли страшные события. И тепло она чувствует от человека, пусть даже это тепло и не обязательно проявлять, так как она бессмертна, но он все равно проявляет, и от этого ей становится хорошо. Как человеку. Не как он сказал, может быть, белый снег и забыл, но он прекрасен, как сказал Лелуш. Он-то сказал не просто так, это была фраза еще с прошлой серии. Он забыл, какого цвета, видимо, Сиси ничего о себе не помнит. Она белая, как снежинка. Белый, между прочим, очень интересный. Белая снежинка много имеет олицетворений. Это одновременно и смерть, и одновременно и олицетворяет одиночество, смерть и в то же время чистоту. Очень интересно. Что ж, это была 11-я серия Код Гиасса. Спасибо, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 12-й серии. Удачи!